Итак, мы начинаем вебинар «Движение вперед». Новая концепция охлаждения от компании Stulz, Custom Indoor Аху. Передаю слово нашим спикерам. Это представители компании Stulz, Тобиас Поки и Марк Беленький. Презентация будет на английском языке с последовательным переводом. Открываю чат. Yes, ladies and gentlemen, welcome to my presentation for today, the role of custom air handling units in a hyperscale world from a manufacturer's point of view. Добрый день, дамы и господа. Приветствую вас на презентации «Роль адаптируемых центральных систем кондиционирования в гипермасштабном мире цодостроения». So let me introduce myself first. So my name is Tobias. I'm from Hamburg, Germany. So I have actually started to work for the company Stulz in November 2000. In the beginning, I was responsible for technical support. After 4 years, I moved into the sales division, and from there, actually, I started my career. So now, since 2017, I'm overlooking the sales activities in the APEC region, and I'm also one of the directors of Stulz Singapore and Indonesia. Меня зовут Тобиас Фоке, и я в первую очередь представлюсь еще раз более подробно. Я начал работать в компании Stulz в ноябре 2000 года в техподдержке отдела продаж. Спустя примерно 4 года я стал менеджером по продажам, затем старшим менеджером по продажам, и с 2010 года я являюсь директором нашей дочерней компании в Сингапуре. С 2016 года также в Индонезии, и с января 2017 года я отвечаю за нашу активность в регионе Юго-Восточной Азии в комплексе. So over the next 45 minutes or so, I would like to go over some evolutions in the data center market and explain how we see as a manufacturer the position of air handling units, especially in the hyperscale data center marketplace. В ближайшие 45 минут я покажу вам новые тренды в цодостроении и в охлаждении цодов, которые мы видим. И в первую очередь это роль модифицируемых, адаптируемых систем центрального кондиционирования в современных гипермасштабных цодах. So after 20 years in the industry, I thought I have seen it all, but I was so wrong. Things are getting smaller, technologies faster and smarter. And at our end as a manufacturer, the units are getting, the solutions are getting bigger, much bigger, and there seems to be no end in sight. Я думал, что после 20 лет работы в этой отрасли я уже все повидал, но я оказался неправ. Вещи становятся все более маленькими, более компактными, трафик все больше возрастает, а с другой стороны соды, стойки и как бы то, что требуется охлаждать, становится все более масштабным и все больше растет. So why hyperscale? What are the influencing factors? Because the demands are growing faster and faster, and the amount of data being provided and produced is growing in a hyperscale way. The requirements for reliability, flexibility, uptime, efficiency, and at the end, cost and available spaces are drivers for new ideas. Почему гипермасштабность? Потому что трафик и скорость все больше растет, обмен данными все больше растут и движут необходимостью увеличения объемов хранения данных и, соответственно, охлаждения.
In order to meet all these new requirements, it becomes instantly more difficult to find something off the shelf. Чтобы все это обеспечить и соответствовать этим новым требованиям, становится сложнее найти оптимальные решения из того, что есть в стандартных линейках, доступных линейках. It is also that our customer base and the way how our customer works has changed. 10 to 12 years ago, when a client wanted to build a data center, we were normally talking to the planner and engineer only for the design. К тому же изменилась практика работы наших клиентов. Еще 10-15 лет тому назад, извиняюсь, как правило, если мы говорили о концепции дизайна нового ЦОДа, мы общались с инженерами и консультантами, которые работали для нашего клиента. But nowadays, there's a high level of engineering capacity with the customer itself. And there's several ideas flying around, and at the end of the day, it leads into a change of designs or different designs. Сейчас же мы видим, что зачастую инженеры работают уже непосредственно в компаниях наших клиентов. То есть это не третьи какие-то стороны, а это их подотделы или отделы. И мы видим, что у них есть очень много разных идей по концепции, по дизайну, и они постоянно меняются и требуют некой гибкости, адаптации. Where are we as a supplier? So we are in the center of a triangle between the contractor, the engineer, and the client. So and our goal must be, and it's very important, that we are getting involved as early as possible to understand the targets and also new targets. Где мы находимся как поставщик? Мы находимся в треугольнике посередине между конечным заказчиком, инженерами и генподрядчиком. И поэтому мы должны как можно быстрее распознавать их требования и необходимости, чтобы соответствовать их требованиям и предлагать оптимальные решения, находясь в самом сердце этого треугольника. So why custom solutions? Why custom solutions are needed and also makes a lot of sense. Почему требуются адаптируемые решения и почему они имеют, даже очень имеют смысл? The requirements are a moving target. Specific operation conditions, POE requirements, tight service level agreements, and site-specific limitations, just to name a few, lead us as a manufacturer to work closer to the customer in order to help him to find his optimum design. Требования заказчиков меняются, и их основные требования – это соответствие эффективности, допустим, соответствие их требованиям по ПУИ, соответствие их сервисным договорам, то есть доступности, требуемой заказчиками. И поэтому это требует от нас постоянной гибкости и приведения своих решений в соответствии с их требованиями. With a custom solution, we as a manufacturer provide the flexibility and scalability needed. We can optimize around the main goal. Если у нас есть масштабируемые гибкие решения, то мы можем найти ответ на требования наших заказчиков, и это и есть наша цель. Being it cost, performance, or efficiency, ideally all of the above. Это соответствие по стоимости, по эффективности и по доступности. Это вот в идеале то, что от нас требуется, и причем все требуется это в совокупности, то есть все вместе. So this illustration actually shows you how such a design, let's say using custom indoor air handling units with horizontal airflow pattern in a data center. Эта иллюстрация показывает вам, как можно использовать в ЦОДе модифицируемые центральные системы или приточные системы
с горизонтальным распространением воздуха. I think it's very easy to see that the data hall, the white space, is not using a raised floor. Первое, что бросается в глаза, это то, что мы не используем на таком объекте фальшпола. And this is one of the key reasons why nowadays custom indoor air handling units with horizontal airflow pattern becomes more and more the proper solution for nowadays or today's data center. Это и есть основная причина того, что сегодня такие кондиционеры центральные получают все больше применения в ЦОДах и становятся все более важными на таких объектах. Because of the new high-density servers, our data center clients, they have somehow reached limitation, and it's very difficult nowadays to find a raised floor that is stable and strong enough to handle the continuously growing or gaining weight of servers. Сейчас все больше и больше растет нагрузка на серверы, соответственно, они становятся все более тяжелыми, и очень трудно найти фальшпол или подставки под него, которые соответствовали бы их весу и могли их выдержать. Поэтому сейчас наблюдается тренд ухода от решений с фальшполом. You see in this drawing that we have two corridors. Our units are located in the service corridor, connected directly to the wall facing to the white space, and the unit blows, or let's say sucks the hot air through the hot aisle containment back through a false ceiling into the unit and blows the cold air into the entire white space. Means we flood the entire data hall with cold air. So the entire data hall, the white space, is a little bit overpressurized in order to make sure that in all areas of the space we have a uniform airflow distribution and sufficient available air to cool the servers. На данной иллюстрации вы видите, что у нас есть два коридора, которые содержат в себе центральные кондиционеры, приточные установки, подающие воздух горизонтально помещение ЦОДа с одной и с другой стороны, соответственно. И затем этот воздух поступает в пространство ЦОДа. В ЦОДе есть горячие проходы, и воздух, нагреваясь, выходит из них в воздуховоды, которые возвращают его обратно к кондиционерам, стоящим в отдельных сервисных коридорах. При этом мы используем некое сверхдавление в ЦОДе, то есть там давление выше нормального, чтобы обеспечить прохождение холодного воздуха в каждый уголок помещения самого ЦОДа, чтобы везде у нас было необходимое количество холодного воздуха и не было горячих зон. With the new system of custom indoor AHUs, custom indoor AHUs, there is a new parameter born. So we call it cooling capacity per linear foot or meter. С началом использования таких центральных приточных систем родился и новый коэффициент, новый параметр эффективности. Это соотношение холодильной мощности к метру длины такого устройства. If we look at this graphic, comparing the optimization of the performance from a traditional crack in a typical raised floor environment to the version with the fan being lowered into the raised floor, we already find significant improvements. But however, when going custom and turning the unit into a horizontal airflow pattern,
we can improve its performance even more, from 51 kilowatt per meter up to 82 kilowatt per meter. Если мы посмотрим на этот слайд, то мы увидим, что уже использование отдельного вентблока в фальшполу позволяет нам серьезно увеличить этот коэффициент. Мы получаем уже гораздо больше холодильной мощности из метра длины такой машины, как вы видите, но этот коэффициент еще больше возрастает, если мы переходим от традиционных шкафных кондиционеров к вот таким вот центральным системам приточным, которые работают без фальшпола. И здесь этот коэффициент уже весьма и весьма существенно возрастает, как вы видите на сравнении. Да? То есть это сравнение показывает вам наглядно, чем такие кондиционеры выгодно отличаются от традиционных шкафных. The raised floor will have to be removed, but with the unit supplying the air via fan wall into the white space, low velocities in combination with an even airflow distribution pattern can be achieved. Если мы не используем фальшпол, такие кондиционеры могут на достаточно низкой скорости подавать прохладный и холодный воздух в помещение и регулировать его доставку. So what is the impact on cost from CapEx as well as OpEx point of view? Как это все влияет на наши капитальные и эксплуатационные расходы? So when comparing a custom AHU versus, let's call it classic crack, starting out with a CapEx, yes, due to its custom nature, fan wall style units might be slightly more expensive than standard cray models. But some savings can be found on the installation cost because of added design features like lifting provisions, etc. Containment options are equally achievable, but eliminating the need for a raised floor will provide significant savings, and in combination with a simple hot eye containment, the performance of the overall installation. The OpEx can slightly be improved when forcing on performance and energy efficiency during the design phase of the unit because it's tailored to the specific requirements of the installation. Что касается капитальных расходов, то они могут изначально несколько превосходить традиционные, скажем так, решения по охлаждению цодов, то есть это, скорее всего, шкафные решения, потому что данные устройства, как правило, адаптируются под требования заказчика, и, соответственно, эта адаптация вызывает рост расходов на них. Но наш опыт таков, что их монтаж и установка обходятся дешевле, потому что у них есть специальные приспособления, допустим, для перевозки погрузчиками, и их легче таким образом перевести и установить на месте в помещении. Также мы достигаем естественной экономии за счет того, что у нас нет фальшпола, и при этом у нас распределение воздуха и эффективность остаются очень высокими, потому что мы используем горячие проходы, у нас нет смешения воздушных потоков, и из-за этого не страдает, а даже наоборот возрастает эффективность их работы. Кроме того, за счет того, что у нас эти решения адаптируемые, и мы их можем адаптировать под конкретные объекты наших заказчиков, то и доступность их для обслуживания также очень хорошая. То есть у заказчика с этим не будет проблем и не будет высоких расходов, как правило. So custom designs in general can have many available in many different cooling configurations and shapes, from a simple chilled water over DX or combinations with free cooling or
adiabatic, indirect adiabatic. Many different configurations are possible. Что касается системы охлаждения, то здесь есть разные варианты. Это либо традиционные фан-койлы, которые работают на холодной воде от некого третьего стороннего источника, либо же это традиционные системы испарительные, компрессорные, фреоновые, которые имеют в себе встроенный холодильный контур фреоновый. Также можно использовать адиабатику, то есть мы можем использовать прямую или косвенную адиабатику и решение с естественным охлаждением. So I have recognized over the last years, since I'm working with so many different clients and so many different projects, that each data center design is somehow unique. The building blocks can vary as per the user specifications and requirements for operation conditions, ambient and space. So it becomes at the end of the day a user-driven, a custom designed and a proposed build cooling solution if the best possible is wanted. We can offer today a significant range of field-proven design concepts and products with horizontal airflow patterns. From a stackable fan coil unit to a big AHU, nothing is left out. Наш опыт таков, что каждое решение и каждый новый проект, они индивидуальны. И поэтому у нас есть разные модули, разные варианты этого продукта, которые позволяют нам удовлетворить различные требования заказчиков. И в итоге это всегда получается решение под заказчика, под него адаптированное и под него сконструированное. И у нас есть самые разные варианты. Это и стыкующиеся блоки горизонтальные, и вертикальные модули, и отдельные целые комплексные модули центральных систем кондиционирования. So is there a way to standardize a custom? Yes, maybe there is. When standardizing on the entire data center design is principle too, is done too. A standardized cooling solution has cost advantages and is in general available more quickly. In particular for smaller data centers, the use of a standard unit is probably the better choice. What you see here in our standardized stackable fan wall design in building blocks of a nominal 100 kilowatt and 200 kilowatt unit or module. We have 100% rear side access. It's easy deployable due to lifting provision for fork and crane lifting. Но можно ли стандартизовать такой продукт? Конечно же, можно. И, конечно, такие стандартные решения, стандартные продукты, они более доступны и требуют меньших сроков поставки, что, конечно же, тоже очень важно многим клиентам. И то, что вы видите здесь, это два стандартных варианта таких машин на 200-400 киловатт. Соответственно, они стыкуются друг к другу, блок снизу и, соответственно, блок сверху. И вы можете их таким образом стыковать и наращивать их мощность. Отличаются они в первую очередь по длине, высота и глубина у них одинаковые, как вы здесь видите. И такие блоки имеют специальные приспособления для транспортировки погрузчиками и кранами, что, конечно, облегчает их транспортировку и монтаж. If you look at the unit showing on the illustration, you can see that this unit does not need any maintenance or service access through the site. So we have zero clearance at the site. Мы называем эти машины zero clearance, то есть они не требуют доступа сбоку. Сбоку у вас глухие панели, а весь доступ осуществляется с одной стороны, либо, скажем так, спереди, если смотреть фронтально на машину, либо сзади, если иметь в виду то, что выдувается воздух вперед в помещение отсода. Having this kind of design concept help us, what we see on the next slide, to create a kind of cooling wall. So we have the possibility
to install the units on site in the service corridor side by side. So we create a wall of cooling and use really the optimum out of the available space. Это нам позволяет создавать целые холодильные стены, стыкуя такие блоки по горизонтали друг к другу и наращивая таким образом их мощность. And this kind of design is easily scalable. It comes in a modular, it's a modular design concept. So even if you do not, if you want to prepare for the future, you can keep some spaces on site, and later on your data center can be easily increased in cooling capacity. Это масштабируемое решение, и вы легко можете запастись дополнительными мощностями на будущее, оставив в вашем ЦОДе достаточно пространства и просто докупая такие блоки по мере необходимости и стыкуя их, наращивая эту стену. So here you see on the left hand side, you see a real picture from a data hall that we have recently installed and commissioned. Is actually the same design concept what you have seen before. It's a standardized 200 kilowatt unit, consists of 2 blocks and all installed in a row without having any clearance between 2 units. На левом фото вы видите здесь уже смонтированное решение. Это уже показанные вам стандартные 200-киловаттные блоки, которые смонтированы без промежутков между ними и представляют собой одну глухую стену. So there's not much space left. You see, even the clearance that we have until the ceiling is very reduced. So we fully use the available given space in the service corridor for the cooling. Здесь мы видим, что пространство используется максимально хорошо. У нас остается совсем лишь мало пространства сверху, то есть мы не теряем пространство в этом помещении и максимально эффективно можем охлаждать северную. So we have achieved the highest possible kilowatt on a linear meter. Здесь мы достигли максимально возможного коэффициента холодильной мощности по отношению к длине на 1 метр. So on the right hand side, the picture shows you a smaller data center. So it also shows that such a custom solution or even if you use let's say horizontal airflow pattern solution is not only a solution for big data centers, so it's also suitable for smaller sites. You see on the right hand side a data center in Hong Kong. It's about 400 kilowatt heat load, and we handle the heat load with 4 units. We have 2 units on each side. На правом фото вы видите другой объект, и эта фотография показывает нам наглядно, что такие кондиционеры можно использовать не обязательно в крупных ЦОДах. Это не очень большой ЦОД, примерно 400 киловатт, и охлаждается он 4 модулями, каждый по 100 киловатт, которые размещены по стенкам. С одной стороны 2 модуля по 100 киловатт каждый, один и второй, и зеркально, с другой стороны, тоже 2 модуля по 100 киловатт. And you see also in this picture that because that was one of the challenge, the clearance, the room height that we had available, because this data hall has been designed into an existing building, so space was very limited, so there was no possibility to use a raised floor. В этом случае дополнительным ограничением и сложностью являлось то, что это помещение находится в уже построенном здании, и у нас не было возможности использовать фальшпол, мы были очень ограничены по максимальной высоте, потому что данное помещение нельзя было изменить
и поэтому нужно было искать какую-то концепцию, которая позволяла данную нагрузку разместить в этом помещении, не меняя его. So all the cabling, pipework, and so on is done overhead. So the ceiling, the floor of the data hall is clean. Все инфраструктурные элементы, допустим, кабели, СКС, трубопроводы, они вынесены под потолок, как вы здесь видите. У нас нет фальшпола, и внизу у нас доступное свободное пространство. So the wall of cooling is also a wall of efficiencies provided by design features that allow for an even distribution of air, temperature, pressure into the white space. Стена охлаждения – это также еще и стена эффективности, которая позволяет нам равномерно и плавно распределять воздух в смысле температуры, давления и его скорости, заполняя оптимально и плавно все помещение. So this slide, this illustration shows you a CFD that we have done for one of the data centers. We have finally also commissioned with our system. We had to do a CFD for our customer in order to show and prove to our client how our system will react in case of failure scenario. You see the picture here is showing the data hall. We have 12 units, 6 units on each side. And we have simulated what will happen in terms of the temperature behavior inside the cold aisle if one of these indoor air handling units is switched off or has been shut down due to failure. So you see that since all units within this room, all 12 units, they work in a network. They're communicating. They work in a group. So if one of these units is off, the other units, remaining units, will recognize the new scenario and will compensate in a way that they will ramp up fan speed or open valves, provide more water, more cooling in order to compensate the loss of the faulty unit. And you see clearly, even if units of the group has been switched off and we lose a certain amount of air, the whole system as a team is still able to handle even a failure scenario, a kind of emergency situation, a stable supplier temperature in front of the servers. В данном случае от нас требовалось произвести симуляцию, произвести анализ воздушных потоков и доказать клиенту, что наша система может справиться с нагрузкой и с поддержанием требуемых значений даже в случае выхода из строя одного из блоков. Видите, что здесь у нас всего 12 блоков, спереди 6 и сзади 6. И мы симулировали выход из строя одного из блоков и реакцию на это всего помещения, скажем так, последствия выхода из строя такой машины. И нам нужно было доказать, что после выхода из строя такой машины в холодных проходах у нас останется прежняя температура приточного воздуха и не будет прямого эффекта негативного на работу оборудования клиента. Это было сделано, поскольку все эти машины работают сообща, как единое целое, и готовы поддержать вышедшие из строя блоки, например, подняв скорость вращения вентилятора или открыв дополнительно водяной клапан. So, coming to controls, controls is another feature that can make a big difference, a significant difference, and is very important to consider.
especially when utilizing variable speed fan and other smart components like, for example, control valve with metering features. And along with connectivity, smart networking team play modes enable further performances, reliability and efficiency gains and can help finding the sweet spot in a group operation. Система управления или контроля – это еще одна очень важная тема, потому что она управляет всем кондиционером и группой кондиционеров, и, соответственно, всеми устройствами. То есть она позволяет оптимально выбрать скорость вращения оси вентилятора или степень открытия клапана, а также настроить совместную работу всех устройств и найти ту оптимальную точку, когда они будут оптимально работать совместно на одну общую нагрузку. So coming to something that has been designed in particular for the European market and will be produced only in our factory in Hamburg. Сейчас я вам покажу продукт, который был разработан специально для европейских рынков и будет производиться только на заводе в Гамбурге. Is our new concept, our new product range called Cyberwall. Это наш концепт Cyberwall. So this unit design is basically, or is more based on traditional or classic crack unit design. So instead of using aluminium frames and sandwich panel that we normally use for air handling units, to have the design more flexible, we have decided to generate a standardized product based on different materials in order to, let's say, increase the price-performance ratio. Этот продукт напоминает больше наше традиционное решение шкафного типа, потому что в данном случае мы решили уйти от использования модифицируемых рам и сэндвич-панелей и использовать в этом концепте узлы и комплектующие, которые мы используем в наших шкафных решениях традиционного типа, чтобы сэкономить на себестоимости и обеспечить оптимальное соотношение между ценой и производительностью такой машины. With this kind of design, we do not have the flexibility of changing unit sizes, height, depth, width, whatever, in according to the requirements. So we have a standardized product. And when you go on to the next slide, so we have decided to offer two modules, two blocks. So one block comes with a 100 kilowatt of cooling, and the other block comes with 150 kilowatt of cooling. The footprint of both blocks is the same, so you can change in according to the specification or in according to the cooling capacity that you need. You can change, you can variate the blocks, so you can use a 100 kilowatt block together with a 150 kilowatt block and you get a 250 kilowatt unit, or you can combine two 150 kilowatt blocks and get a 300 kilowatt unit with a total height then of 2 meters. So that means having two blocks, having two cubes of cooling, you can create 5 different unit sizes and capacity sizes. В данном случае, конечно, решение не адаптируемое, не модифицируемое, поэтому мы решили создать два основных блока охлаждения на 100 киловатт и 150 соответственно, которые отличаются по высоте, это 1,5 метра либо 2 метра высотой, и совмещая их, стыкуя их друг над другом, вы можете создавать различные системы,
на 200 киловатт, 100 плюс 100, 250, 100 плюс 150 и, допустим, 300 киловатт, если стыковать два больших блока по 150 киловатт каждый. Это и обеспечивает нам в данном случае адаптируемость и гибкость такого решения. Having this variation of different cooling sizes available, we are sure that we can at least meet 70 to 80% of the design requirements we see today. So if this concept does not 100% fit into the requirements, then we recommend to go the next step and start to customize the unit. Эти типоразмеры обеспечивают соответствие примерно 70-80% требований или тех задач наших клиентов по охлаждению. Если же эти варианты не соответствуют их требованиям, то мы рекомендуем пойти дальше и использовать модифицируемые решения, которые можно адаптировать под ответные требования и задачи. So coming to options, also we have the possibility to add or to include all the known options that we normally have to handle for classic crack units. We have dampers, we have filter, different classes. We can install mechanical and also electronical controlled pressure independent valves, humidifier, heaters, whatever option I can think of used in today's data centers can be included and provided with these units. Что касается опций, то здесь доступны примерно все те же самые опции, что и для шкафных кондиционеров, известные вам уже. Это и разные воздушные клапаны, и разные классы фильтров, и клапаны, независимые от давления, НДРК, как механически регулируемые, так и электронно регулируемые, и все другие известные вам опции для фан-койлов похожего типа, которые позволяют нам адаптировать эти решения под требования ваших объектов. So you see now the unit with an open door. What I would like to highlight here is the position of the fan. I think that's a very smart concept. The fan is directly connected to the door. If you open the door, then you can easily replace the fan if necessary. В данном случае вы видите перед собой такое устройство на 100 киловатт с открытой дверцей. И здесь, что интересно, это то, что вентилятор смонтирован непосредственно на дверце, и это подчеркивает легкость его замены, доступность его для замены, потому что, открыв дверцу, вы сразу можете получить доступ к самому вентилятору и легко его демонтировать и снова смонтировать, естественно. So last but not least, this is my last slide. A cool megawatt, that is, I guess, the biggest parameter cooling unit that you currently find in the industry. This unit we have designed for a big co-location customer in the US. So it gives you about 950 kilowatt of net sensible cooling. It's a downflow type, and you see the controller gives you a little bit of an idea how tall this unit is. The controller is on eye level, so the height of the unit is about 4.5 meter, and the width of the unit is about 4 meter. Последний наш слайд показывает вам кондиционер рекордсмен. Это, насколько нам известно, самый большой кондиционер, который существует на сегодняшний день и который поставлен, скажем, нашей компанией. Это кондиционер на примерно 950 киловатт холодильной мощности, который был разработан специально под требования крупного заказчика в США. Чтобы вы понимали его размер, скажу вам, что вот этот вот дисплей системы управления находится на уровне человеческих глаз. То есть общая высота этого кондиционера составляет примерно 4,5 метра, а ширина около 4 метров. So that was my presentation. Thank you for listening.
So if you have any questions, I think we are now able to answer. Спасибо за то, что были с нами. Это моя презентация. И если у вас есть какие-то еще вопросы, я думаю, сейчас как раз время есть на них ответить. Да, уважаемые участники, мы открываем сейчас чат, в который вы можете писать вопросы. Так, открыли чат. И передаю слово нашим спикерам. Здесь стоит «не слышно», врут «слышно», «слышно хорошо». Ага. Спускаемся вниз, на более актуальные. Я думаю, что сейчас уже как раз. Секундочку. Это все не то. Подождем, я думаю, что сейчас... Да, сейчас пойдут. Температурный график воды 11,22 на кубе, 100 киловатт. So the question is now, is this 100 kW cube calculated with water temperature 1122? Yes, я сейчас вернусь на этот слайд, чтобы всем показать. 1122. Да, это те условия, которые мы использовали для расчета данного устройства. 11 градусов температуры воды на входе в устройство, 22 на выходе, температура воздуха рециркуляционного плюс 35, а приточного 22 градуса Цельсия. What is the maximum possible length of the row, of the server rack row? If you have a unit only on one side, it's 50 meter, and you have them on both sides, normally they go for 30 meter. Если у нас кондиционеры только с одной стороны помещения, то максимум мы рекомендуем 15 метров. Если с обоих, то, естественно, 30. 15 плюс 15. This is a guideline. This is a thumb rule. So if you have 20 meters, it can be considered. But then we need to probably talk about air velocities. And there's even maybe a need to do a simple or a small CFD analysis to find out the limits based on the design and layout. 15 метров – это наш ориентир. Если требуется, допустим, 20, то это надо просчитать. Для этого нужно сделать специальный анализ. Прошу прощения, потому что требуется понять максимальную скорость воздушного потока и соответствие ограничениям, то есть насколько мы после этого сможем вам предоставить хорошее рабочее решение. How can we exclude the flow of hot air inside the rack? So how can we make sure that there is no air short cycle inside the rack itself? And what is the maximum possible density of the rack, so of the heat load kilowatt per rack? Okay. To avoid short circuits, of course, you have to do the same as you do in a cold eye containment. So you need to use proper blanking plates to make sure that the hot aisle is sealed. But there are a lot of, let's say, possibilities also from the rack supplier to make sure that any open slots in the rack will be closed. Что касается перетоков, то их, конечно, с ними лучше всего бороться с помощью заглушек, то есть ставить внутрь стойки там, где у нас свободное место заглушки. Это, в принципе, касается не только таких решений, это касается вообще, в принципе, решений с проходами, горячими проходами. И, конечно же, у поставщиков стоек есть целый ряд специальных приспособлений, которые позволяют это сделать.
And what about the maximum load per rack? This design of cooling normally works perfectly for medium density, and medium density for us is between 5 and 15 kW per rack. So most of the data center I'm seeing now in my region, they normally plan for 10 kW per rack. Как правило, это решение оптимально для работы со стойками средней загруженности. Для нас это означает 5-15 киловатт. И это то, что мы видим в регионе Тобиаса, то есть там это решение, как правило, используется именно для таких вот цодов, где у нас максимальная загруженность стойки это 15 киловатт. Так, вопрос насчет коридора я не совсем понял, честно говоря. Вы написали, при этом коридор плотно закрыт, вопросительный знак, дверцами и крышей, стойки при этом имеют собственные вентиляторы. Вопрос на горизонтальный продув. У нас есть проходы закрытые и горячие, они закрыты, это закрытые коридоры, скажем так, и есть проходы между стойками холодные, они заполняются воздухом, подаваемым в помещение ЦОД, поэтому они не закрываются, это и есть их смысл. Никаких других вентиляторов в этих проходах уже нет. Как сказал вам в начале презентации Тобиас, мы создаем некое дополнительное давление, то есть мы туда воздух спускаем под давлением, и поэтому, как правило, он попадает в каждый отдельный уголок помещения, и у нас нигде нет горячих точек или зон. В DX-системах компрессора стоят во внутреннем юните или в конденсаторе снаружи. If we use a DX system, do we have the compressor inside the indoor unit, or are we using a compressor condensing unit, means the compressor is in the outdoor unit? We plan to use, we have the compressor inside the unit. У нас компрессор стоит в таком случае внутри внутреннего блока. Which controller are we using? Is it C7000? For the Hamburg version, it's the C7000. Для версии, которая будет монтироваться в Гамбурге, это контроллер C7000. Давайте еще 5 минут на вопросы. Если у вас потом еще возникнут, вы всегда можете нам написать, мы всегда на связи. Можете писать нам на почту. Давайте сейчас ответим еще на пару вопросов. Коллеги, есть еще вопросы? Is it possible to set up in the controller unit rotation, means sequencing? Yes, but we strongly recommend that you do not do sequencing. So if you have this kind of design, you should, all units should operate in hot standby mode. Теоретически да, но мы крайне не рекомендуем этого делать, потому что это, естественно, влияет негативно на эффективность, и мы рекомендуем использовать все доступные устройства для работы, чтобы распределять нагрузку между ними и достигать наибольшей эффективности. Что касается фальш-потолка и воздуховодов, да, для отвода горячего воздуха они требуются, потому что он отводится кондиционером обратно именно через них. И, как вы уже видели, мы производили CFD-анализ, моделирование по заказу наших клиентов. В случае, допустим, если требовалось показать и доказать, что есть резерв, и что в случае выхода из строя одного из устройств другие смогут подхватить и обеспечить требуемые показатели. Which sensors are controlling the performance of Cyberwall, the working of Cyberwall?
die andere Bezeichnung gewesen. We have several possibilities to control such a unit. It also depends on how many units I control in one room. So basically, we can do pressure control. So we have pressure sensors located in the between the cold and the hot eye, measuring the pressure difference if the load in the racks is fluctuating. And these pressure sensors will control the speed of the fan of our fan wall. Okay, the speed, the fan speed, the airflow is controlled by pressure. The pressure is measured between hot and cold eye. Okay, one thing. The valve is controlled by supplier temperature sensor. And the supplier temperature sensor is located in the discharge of the unit. Есть разные способы управления. Как правило, мы используем управление EC-вентиляторами кондиционера по разности давления между холодным проходом и горячим коридором. И там стоят датчики давления. Мы определяем разность. И с помощью этих параметров у нас управляются вентиляторы. Что же касается водяного клапана, то он управляется, как правило, по температуре воздуха приточного, то есть температуре воздуха на выходе из кондиционера. Там стоит датчик температуры, он определяет температуру, и в соответствии с ней регулируется степень открытия клапана, степень открытия водяного клапана кондиционера. The other possibility that we also see and have done in some sites is that we control the supplier, the valve over the supplier, the same, but the fan is controlled based on a delta T between supply and return air. Другой вариант – это управление клапаном водяным, опять же, по температуре воздуха приточного, а клапаном, вентилятором по разности температур рециркуляционного и приточного воздуха. Это тоже было реализовано на других объектах. Есть еще вопросы у нас? Ну что, коллеги, мы тогда завершаем. Если у вас еще какие-то вопросы появятся, вы присылайте нам их на почту, мы всегда на связи. Благодарим вас за проявленный интерес к нашему вебинару. Мы всегда открыты предложениям. Присылайте ваши отзывы. Может быть, вы какие-то темы хотели бы, чтобы мы рассмотрели в следующий раз. Пишите нам, подписывайтесь на наши социальные сети, будьте в курсе последних новостей. Спасибо вам, хорошего вам дня, всего доброго.